что можно ждать от нее на предстоящем свидании? Что произойдет? They might be unpleasant with stupid men. Я думаю, что эти свидания будут не очень приятные со всеми этими невежественными мужчинами. So her beliefs affected the result. Итак, ее убеждения повлияли на результат. Now, what if this young lady believed this? Но что, если бы эта же самая молодая девушка верила вот во что? That men were wonderful, they were great. Что все мужчины, они великолепны, они такие хорошие. They're intelligent, kind, Они loving. умны, добры, они умеют любить. Well, maybe this is a drug-induced belief. Может быть, это слишком такая, ну, очень сладкая убежденность. But if she believed this, Под наркотиками такое можно получить. Но если она в это верит, what would her experience be on future dates? что произойдет, какой опыт она будет получать от своих свиданий? It'd probably be better. Наверное, опыт будет намного приятнее. So what we believe affects our experience. Итак, то, во что мы верим, влияет на наш опыт. So let me give you an example of the difference between distributor thinking and leadership thinking. Сейчас я вам дам пример разницы дистрибьюторского мышления и лидерского мышления. Remember, in every situation, there's at least two or more ways of thinking. Помните, что в любой ситуации существует два или даже больше способов мышления, вообще рассмотрения этой ситуации. So imagine I'm a new distributor, and I take an order for some products for my neighbor. Итак, я встречаюсь с моим новым дистрибьютором и беру... They order some products from me. И этот дистрибьютор берет у меня каких-то продуктов, какую-то продукцию для своей работы. And then I find out the company is out of those particular products. И вдруг я узнаю, что у компании закончились конкретно эта продукция, этот вид продукции. And I say, oh no, this is terrible. И я говорю, о нет, это ужасно. I've taken my customers' money. Я собрал деньги у моих клиентов. I don't have any products to give them. У меня нет никакого продукта, никакой продукции, которую я могу дать. They're going to be mad. Эти клиенты будут на меня очень злы. They're going to tell their neighbors. И скажут своим соседям, They're going to tell their neighbors. которые скажут своим соседям. Pretty soon everybody in Riga will know about it. И примерно через несколько часов практически каждый человек в Риге об этом узнает. And the bad news is going to spread throughout Europe. И эти плохие новости перекинутся на другие страны Европы, распределятся везде. My name will be trash. Мое имя будет просто избито. Nobody will ever join my opportunity. Никто больше никогда не захочет ко мне приходить и встречаться со мной после упоминания моего имени. This is the worst thing that ever happened to me. Это самое жуткое, что вообще когда-либо могло произойти со мной. Let me jump off the bridge into the frozen river. Позвольте мне сейчас прыгнуть головой вниз, скинуться в ледяную воду с моста. Now, would that be leadership thinking or distributor thinking? Это было лидерское мышление или дистрибьюторское мышление? Right? Хорошо. So imagine this happened. Но теперь представьте, что это произошло. My neighbor wants some products. Мой сосед хочет какую-то продукцию. I take the money. Я взял деньги. The company says they're out of products. Компания говорит, что продукция эта закончилась сейчас. And I say this. Я говорю, вот что. Wow. Вау. Our products are so good, the company can't even keep them in stock. Наша продукция настолько хорошая, что компания просто не успевает ее дозаказывать, просто не хватает на складе. Our products are so hot, everybody wants them. Она настолько горячая, она настолько классная, что все хотят ее. My neighbor's going to be so impressed Мое имя, мой сосед будет настолько рад, that these products are in such high demand, she can barely get them. что эта продукция, которую он хотел получить, она настолько спрашивает, на нее такой большой спрос, She'll probably order twice as many or 3 times as что many на всякий products случай в следующий раз закажет в 3 раза больше, для того, чтобы ему хватило. just so she can get some. Чтобы просто ему досталось хоть что-то. Well, that means twice the volume or twice the bonus check. А это значит, что если в 2 раза, в 3 раза больше, это значит, ему и бонус чек тоже увеличится в 3 раза. This is great. Это здорово! Now, would that be distributor thinking or leadership thinking? Так думает дистрибьютор или лидер? The exact same event, Абсолютно та же самая ситуация. 2 totally different ways of thinking about it. Два абсолютно разных пути мышления.
So I tell this to my distributor. Поэтому я говорю вот что своему дистрибьютору. I'm not going to tell you which way to think, Я не буду говорить тебе, как тебе думать, как тебе мыслить. but if you think like a leader, you'll get a leader-sized bonus check. Но если ты будешь думать как лидер, то будешь и получать лидерские чеки. If you think like a distributor, you'll get a distributor-sized Если bonus ты check. будешь мыслить как дистрибьютор, то именно это ты и получишь, будешь получать чек дистрибьютора. Pick the size of check that you want, and then you'll know how to think. Выбери размер чека, который тебя устраивает, и ты будешь знать, как тебе мыслить. To take a person from a distributor to a leader, to take a person from a distributor all the way to a leader, Для того, чтобы взять и перенести человека с уровня дистрибьютора до уровня лидера, we have to take them through lots of situations нам нужно провести его через множество ситуаций and show them in every situation there's two ways of thinking. и показать им, что в любой ситуации существует больше, чем один способ мышления. Once they realize how to think in all these situations, then they're a leader. В тот момент, когда человек поймет, что он может мыслить, рассматривать каждую ситуацию по-разному, он становится лидером. Because the only difference between leaders and distributors is how they think. Потому что единственная разница между дистрибьютором и лидером заключается в том, как они мыслят. So make a list of all the problems, Составьте список всех проблем, all the situations that can occur, всех ситуаций, которые, возможно, произойдут, могут произойти. and realize you're going to have to talk to your distributor about each one of these problems. И поймите, осознайте, что в абсолютно каждой из этих ситуаций вам придется говорить с вашим дистрибьютором And show them there's different ways of thinking. и показать, что рассматривать эту ситуацию можно разными способами, что это больше, чем один способ мышления. So let's make a list of these problems now. Давайте попробуем составить список проблем сейчас. I'll start the list. Я начну этот список. When a product is not in stock, not in inventory, К примеру, продукции нет на складе. that's a problem. Это проблема. When the meeting is too far away, that's a problem. Если встреча слишком далеко, это проблема. When the sponsor doesn't help them, Если спонсор не помогает им, what else could be a problem? что еще может быть проблемой? The products are too expensive. Слишком большая цена за Nobody продукцию. can afford them. Никто не может себе этого позволить, да? What else could be a problem? Что может быть еще проблемой? Давайте список разговаривать. Предлагайте. No money. No money, okay? Write Нет that one денег. down. Хорошо. Куда девать деньги? Что? Куда девать деньги? В смысле девать? Так, перевести, хорошо. Where to stack the money? Where to stack the money? That's a problem. Куда девать деньги? Хорошая проблема. How to motivate yourself to sign up 15 people a month. Yeah, how to motivate ourselves is a problem. Как мотивировать себя? Это проблема. Хорошо. What other problems? Какую еще проблему кто-нибудь предложит? Where to find people? Yeah, I don't have anybody to talk to. That's a problem. Да, нет вообще никого, с кем бы я мог поговорить. Это проблема. No time. I have no time. That's a У problem. меня нет времени. Это тоже проблема. Что? Husband doesn't understand. Husband doesn't understand. That's a problem. Муж не понимает, это проблема. Закончится список по человеку. Сколько 100 человек? The list of 100 people is over. Right. That's a problem. Это проблема. My relatives don't want to join or listen to me. Мои родственники не хотят ни вступать, ни слушать меня. Родственники делают антирекламу. Okay, my relatives do anti. Yeah? Okay, that's a problem. Это проблема, антиреклама, да? Еще есть варианты? Somebody said that this doesn't work. That doesn't work. That's a problem. Проблема, да, не работает. Проблема.
the newspaper writes a bad article about your company. В That's a газете problem. недавно вышла плохая статья про вашу компанию. Это проблема. Mary talks longer than Sally at the meeting. That's a problem. Мэри говорит больше, чем Селли на встрече. Это проблема. У It's конкурирующих not a legal business. That is its problem. О, это очень большая проблема. А? That's a pyramid. Pyramid, okay? That's a problem. Это проблема. Пирамида это проблема. Once I got burned, I don't. I tried it before. That, you know, Да, it я didn't work. пробовал это Yeah, раньше, problem. сгорел, да, это проблема. конкурирующие фирмы подделывают продукцию. The other companies are trying to do the fake products. Okay. Fake Well, products. that's a big problem. О, это Yeah. большая проблема. Is that all the problems you have? Это все проблемы, что есть, да? Дистрибьюторы не уверены в себе. Distributors are not sure that there's in themselves. Okay. That's a problem. Positive enough. Это проблема. All right, let's start with these problems. Ладно, давайте, по крайней мере, эти проблемы разберем, да? Now, if your distributor believes Если ваш дистрибьютор верит, that these are huge problems that can never be overcome, что это гигантские проблемы, через которые никогда не будет возможно переступить, well, they're never going to become a leader, are they? то они когда-нибудь станут лидерами? Нет. But Но if they believe that these problems don't make a difference, если они верят, что эти проблемы на самом деле сильно не влияют на вещи, they can probably become a leader. они, возможно, могут стать лидерами. So there's lots of ways to attack these problems. Поэтому существует огромное количество способов атаковать эти проблемы. I'll give you some of the different ways that I do it. Я вам сейчас просто расскажу несколько способов, которые использую я. Method number one is don't fix them. Метод номер один. Не пытайтесь их исправить. And the distributor looks at me and says, what do you mean don't fix these problems? Когда вы говорите такое дистрибьюторам, они говорят, что ты имеешь в виду, не пытайся это исправить. I said, well, think about the Pope. Давайте подумаем вот о ком, о Папе Римском. The Pope has more money and a bigger staff than we do. У Папы Римского намного больше денег и больше подчиненных, чем у нас. And the Pope still hasn't solved all the problems. И Папа Римский до сих пор не исправил все проблемы, которые у него есть. So why do we think we can? Поэтому почему мы думаем, что мы можем? I think we can ignore these problems and just go on. Я думаю, что мы можем игнорировать эти проблемы и продолжать двигаться. And is it possible to have a million-lot business and still have problems? Возможно ли обладать миллионным бизнесом и при этом все равно еще иметь проблемы? Sure. Is it possible to have a 10 million lot business and still have problems? Возможно ли обладать 10-миллионным бизнесом и все равно обладать проблемами? Is it possible to have a 100 million lot business and still not fix all the problems? Возможно ли обладать бизнесом на 100 миллионов лат и при этом не решить всех своих проблем до сих пор? Sure. So why should we bother fixing the problems then? Тогда зачем вообще тратить время на это? Зачем их пытаться исправлять? And the distributor says, well, it sounds good, but prove it. Ну, дистрибьютор говорит, ну, потому что это звучит хорошо, что ты доказал это, ты это сделал. Хорошо скажут про тебя. So I tell them about my wife, Susan. Тогда я им обычно рассказываю о моей жене Сьюзан. Now, most of you have not met my wife, Susan, Большинство из вас никогда не видели, не встречали мою жену Сьюзан. but she is a professional shopper. Но я бы ее назвал так. Она профессиональный покупатель. So I'm the income, she's the outgo. I'm the income, she's the То spender. есть, если говорить терминологией бухгалтера, да, я доходная часть, она расходная часть. Да? Я добываю деньги, она их тратит. We have a large shopping mall about 10 kilometers from our house. Примерно в 10 километрах от нашего дома располагается один очень крупный торговый центр, торговый молл. It opens at 10 a.m. every morning. И он открывается в 10 утра, каждое утро. At 9:45, here's what happens. В 9:45 обычно происходит следующее.
My wife hops in her little Mercedes SUV. Моя жена появляется на своем маленьком Мерседесе SUV, She pulls out of the garage. выезжает из гаража, She goes down the street, переходит улицу, and there's a stop sign. и переезжает улицу, и там стоит знак «Стоп». That's a problem. Это проблема. So she waits at the stop sign. Она немножко ждет около знака «Стоп», She turns right. смотрит направо, She drives past the school. проезжает мимо школы. Now the school has a really slow speed limit, only like 15 kilometers an hour. Когда вы едете мимо школы, там есть ограничение скорости, примерно 15 км в час. So she has to drive really, really slow. Что значит, что она должна ехать очень-очень медленно. And for her, that's a big problem. И для нее это очень большая проблема. Because she likes to speed. Потому что она любит ехать быстро. Well, after she passes the school, there's 3 stoplights. После того, как она покидает территорию школы, она сталкивается еще с 3 светофорами. So she has to wait for the 3 stoplights, that's a То problem. есть она должна постоять перед каждым светофором, подождать, пока переключится свет, это проблема. After the stoplights, there's some speed bumps. После светофора стоят такие мертвые, спящие, или как они называются, мертвые полицейские, да? Yeah, that's a problem. Это проблема. And then she has to get on this motorway expressway freeway where it's very hard, there's lots of traffic. И сразу после этого она выезжает на шоссе, на которой очень активное движение. That's a huge problem. Это огромная проблема. Yet, despite all of these problems, Но, несмотря на все эти проблемы, every morning at 10 a.m., she's at the shopping mall. каждое утро ровно в 10:00 она находится в торговом центре. And she hasn't solved a single problem. She hasn't solved a single problem. Не решив ни одной проблемы. So my distributor's thinking, oh, Мой дистрибьютор думает, you mean I could go on my business, collect a lot of money, and never solve anything? то есть я могу продолжать заниматься своим бизнесом, собирать деньги и так и не решить ни одной проблемы. Now notice what I've done here. Заметьте, что я здесь сделал. I didn't preach to my distributor. Я не пытался проповедовать моему дистрибьютору, I didn't give him a lecture. не пытался дать ему лекцию. I could say, now you need to change your thinking. Я не пытался сказать, тебе надо поменять твое мышление, That doesn't work. потому что это не работает. Here's how you change people's beliefs. Вот как можно поменять убеждения людей, их веру. You change their beliefs with an experience, Вы можете поменять их убеждения, их веру при помощи опыта. a second good way is with a story. Второй очень хороший способ – это хорошая история. In this case, I changed the belief by just telling a short story. В данном случае я поменял их систему убеждений, просто рассказав небольшую историю. Our job as leaders is to help people change their beliefs. Наша задача как лидера заключается в том, чтобы помочь людям поменять их систему убеждений. Beliefs are hard to change. Убеждения очень сложно меняются. You have some political beliefs. You have political У beliefs. вас есть какие-то политические убеждения, You have religious beliefs. у вас есть какие-то религиозные убеждения, You have beliefs about which is the best sports team. у вас есть убеждения, какая самая лучшая спортивная команда. We all have beliefs. У каждого из нас есть своя система убеждений. It is good to have beliefs. И это очень хорошо обладать убеждениями. For instance, believing in gravity, is that good? К примеру, вера в гравитацию – это хорошо или плохо? But we all choose our beliefs. Но мы все выбираем, во что нам верить. Distributors believe this. Дистрибьюторы верят вот во что. I can't change my beliefs. Я не могу поменять систему моих убеждений. Leaders know this. Лидеры знают вот что. If I want to affect or change my experience, I'll need to change my beliefs. Если я хочу поменять и как-то повлиять на мой опыт, мне нужно поменять мои убеждения. Distributors believe that the only way they can change their beliefs is with an experience. Дистрибьюторы верят, что единственный способ поменять свои убеждения – это пережив какой-то опыт.
They believe they have an experience that creates the belief. Они верят, что если у них есть какой-то жизненный опыт, именно этот жизненный опыт создает систему убеждений. Leaders believe this. Лидеры же верят вот во что. I have a belief, and that creates the experience. У меня есть убеждение, у меня есть вера, которая создает опыт. So here's our plan. Вот каков наш план. For our new distributor, Для нашего нового дистрибьютора we're going to change some of their beliefs with experience. мы поменяем некоторые убеждения новым опытом. And then we're going to change some of their beliefs with some stories. Затем некоторые убеждения мы поменяем некоторыми историями. And after they have changed 5 or 6 different И beliefs, после того, как они поменяют 5-6 различных убеждений, they realize that they can change the beliefs on their own. они поймут сами, что свои убеждения они в состоянии менять сами по себе. They can literally change their beliefs when they want to. Они могут практически менять свои убеждения в тот самый момент, когда они захотят. Because the only difference between leaders and distributors is how they think, how they believe about certain things. Потому что единственная разница, что отличает дистрибьютора и лидера, заключается в том, как они верят и как они видят определенные вещи. What if you could change the beliefs of all your distributors just like that? Вот что бы произошло, если бы у вас появилась возможность изменить убеждения ваших дистрибьюторов по щелчку пальцев? You'd have a huge organization of leaders, right? У вас была бы огромная организация, у каждого из вас были организации, наполненные лидерами. That's the only difference. Вот и вся разница. But we can't change them like that. Но по щелчку мы, к сожалению, ничего поменять не можем. But I'll take you through the techniques we use to change our beliefs. Но я вас сейчас веду к технологиям, технике, которую я использую для того, чтобы менять убеждения. Let me show you a simplified version of how the mind works. Давайте я вам дам упрощенную версию лекции о том, как работает человеческий разум. We have a conscious mind where we make our У decisions, нас есть сознательный разум, где мы принимаем наши решения. and it's about the size of a pea. Он примерно вот размер горошины. Our subconscious mind Наше подсознательное is about the size of this building. примерно с размером с это здание. So guess which runs our life? Вот. Which runs our life? Теперь Conscious. давайте угадаем, какое сознание руководит нашей жизнью. Our subconscious mind. Наше подсознательное. Our subconscious mind is not very smart. Наш подсознательный разум, он не очень умен. It's pretty dumb, like a brick or a rock. Он достаточно туп. Его можно сравнить с кирпичом или с с камнем. All it does is keep score of experiences. Все, что он делает, он запоминает и ведет отчетность пережитых ситуаций, пережитого опыта. And you've seen this in action. И вы это видели много раз в действии. You're talking to a prospect, Вы разговаривали с потенциальным клиентом. and you tell the prospect, yes, you can do this. You can do this business. Говорили человеку этому, да, вы можете сделать этот бизнес, вы можете этим заниматься. And the prospect's thinking, yeah, maybe I can. Потенциальный клиент в этот момент думает, да, наверное, я бы мог. But the subconscious mind of the prospect says this. Но подсознательное я нашего потенциального клиента говорит следующее. Wait a minute. Подожди минуту. Let's check the score. Давай посмотрим на статистику, которая у меня собрана. So when you were growing up, here's what happened. Смотри, когда ты рос, вот что с тобой происходило. When you tried to walk, you fell a whole lot. Когда ты пытался начать ходить, ты очень много падал. Your brothers and sisters made fun of you. Твои братья и сестры, они над тобой подшучивали. When you were 4 years old, Когда тебе было 4 года, you spilled the milk and everybody laughed at you. ты пролил молоко, и все над тобой смеялись. At school, the teacher pointed out all your mistakes. А в школе перед всем классом однажды учитель показал на все твои ошибки. Все. As a teenager, your friends made fun of you. И когда ты стал постарше, подростком, тинейджеры вокруг над тобой подшучивали, смеялись. And your boss says you don't do a very good job. Потом ты вырос, и твой босс сказал, что ты не очень хорошо справляешься на работе.
So you have 1 million votes so far that you can't do these То things. есть смотри, уже миллион голосов за то, что ты этим заняться не можешь, потому что ты не способен. And let me see, you have 1 vote that says you can. И смотри, и эти миллион моих голосов против одного голоса, говорящего, что ты можешь, And your prospect doesn't join. и ваш потенциальный клиент не вступает. And if they do join, И даже если он это делает, the subconscious mind will find a way to sabotage it. подсознательный разум найдет способ саботировать его деятельность. How many people here have ever seen that happen? Кто из вас когда-либо с подобным сталкивался, видел, как это действует? It's just the way it is. Ну, вещи так обстоят подобным образом, это так. Our job is to get some more votes in the subconscious mind. Наша задача заключается в том, чтобы собрать дополнительное количество голосов в подсознательном разуме нашего клиента. And here's how you can get some votes in the subconscious И mind. вот как эти голоса можно набирать. Remember, every experience is a vote, Помните, каждый опыт – это голос. but the subconscious mind is incredibly stupid. Но подсознательный разум, помните также, что он очень глуп. It can't tell the difference between a real experience and a story. Он не может определить разницу между реальным опытом и рассказанной историей. So when you tell a story, it's the exact same thing as an experience to the subconscious mind. Поэтому, когда вы рассказываете просто какую-то историю, то для подсознательного разума это абсолютно такая же вещь, как будто это происходило уже, что это уже произошло. And I can prove it. Но я вам могу сейчас это доказать. How many people here have ever been to a really sad movie? Кто-либо из вас когда-либо в жизни бывал на очень-очень грустном фильме? Now, at the sad movie, Во время просмотра очень грустного фильма did you cry? вы плакали? Ah, but wait, the conscious mind says this. Подождите, наше сознание говорит следующее. Oh, that's not real. Но это же неправда. It's just a bunch of light pixels showing up on the Это fluorescent screen. просто какой-то набор световых пикселей, которые меняются на подсвеченном экране. And as a projector light going through frames of film at 24 per second. Когда луч прожектора проходит через пленку, And it's подсвечивается картинка. it's a fictional story. They made up that И story. в то же самое время это выдумка, это не было на самом деле, это просто история. But what does the subconscious mind Что же say? говорит наше подсознательное я, наш разум подсознательный? Your subconscious mind says, you're going to cry. Он говорит, ты сейчас расплачешься. And we cry. И мы плачем. When you tell a story, Когда вы рассказываете историю, it's like putting a movie projector right inside your distributor's mind. это можно сравнить с включением видеопрожектора прямо внутри разума вашего потенциального клиента. It's one of the strongest ways to teach them something. Это самый сильный способ научить их чему бы то ни было. Let me show you how strong it is. Давайте я вам покажу, насколько это сильно. I'm going to give you a test. Я вам сейчас проведем небольшой тест. And let's see how well your subconscious mind remembered this story. И мы посмотрим, насколько хорошо ваше подсознательное я запомнило историю. At 9:45, my wife backs her car out of the driveway, right? My wife drives to the mall at 9:45 in the morning. Ага. В 9:45 утра моя жена сидит в машине и выезжает по направлению к торговому комплексу. And she drives down the street, and right away, what's her first problem? Она выезжает на улицу, и с какой первой проблемой она сталкивается? Stop sign, all right. Well, then she turns right, Потом она поворачивает направо, and she has to go really slow because. и ей нужно идти очень медленно, потому что... And then after the school zone, there's 3 more problems. They are. И после школы там еще 3 проблемы, But after the stoplight, what's the problem? а после светофора какова проблема? And then after that, it's hard to get on the freeway. А потом трудно выехать на шоссе, да? Now, why were you able to remember these facts so easily? Почему вы были в состоянии запомнить эти факты настолько легко? Be- Because we were
Stories are easy to remember. А на самом деле истории проще запоминаются. You can remember stories from your childhood. Вы можете запомнить истории из вашего детства. If you can learn the art of telling stories, Если вы научитесь искусству рассказывать истории, it will help change your distributor's beliefs faster. это поможет менять убеждения о ваших дистрибьюторах намного быстрее. And they'll become a leader quicker. И этот дистрибьютор будет становиться лидером намного быстрее тоже. So here's what we're going to do. Поэтому вот что мы сделаем. Just for a small experiment here, Ради одного просто небольшого эксперимента I'm going to ask you to grab your partner, я попрошу, чтобы вы опять схватили вашего партнера, and you're going to tell your partner this. и вы скажете вашему партнеру следующее. Let me tell you about Big Al's wife. Позволь мне рассказать тебе о жене Большого Элла. She's a professional shopper. Она является профессиональным покупателем. And you know how the story goes, То right? есть вы помните, как дальше идет история, да? So let's just take 1 minute, grab our partner, and tell him the story. Поэтому